Итак, всем привет! Меня не было дома почти 2 недели, чуть меньше 12 дней. Сейчас буду проверять, как тут дела в целом. В этот раз на хозяйстве всех стал вопрос, а с кем же животные? Естественно, ни одни не остаются. У меня, в принципе, участок никогда не остается без наблюдения. А здесь был Артек, как всегда. И еще через день приезжала, или периодически каждый день, моя подруга Маша. И проверяла какие-то основные моменты, которые Артек не заметит, например. Есть такое. Я уже знаю людей, когда с ними работаю долго, на какие моменты нужно обращать внимание. Понятное дело, что лучше моих животных никто не знает, но человек, который тоже связан с животными, какие-то моменты ключевые, там, худобы, там, не знаю, кто-то наблевал, напоносил, но женщина скорее обратит внимание, если что-то не так в доме, даже по запаху. В целом все было стабильно. Один раз рвало Барби. Непонятно, с чем это было связано. Может, что-то ей дали из еды, потому что, мясная еда у них тоже есть. Вот, поэтому пришлось лекарство поставить. Но это, собственно, была так вот разовая акция. Вот, в целом все нормально. Налочка любимая, которая говорит, что не кормит. Ой, ах, ты на меня? Ты что, перепутала? Перепутала маленькая. Перепутала девочка. Нет, другим запахом пахну. Смотрите, обиделась. Ты обиделась? Нала. Под прошлым видео очень много вопросов про худобу Налы. Кстати, вот что случилось с диваном. Он относительно жив, но пока его не убираем. Налочка красавица. Я не знаю, может, у многих там реально думают, что я вот им даю больше, а ее, потому что она изначально не моя, ограничиваю. Нет, она ест так же, как и остальные. Все у нее как бы по норме, но она вот изначально, как приехала худая, вот так она и остается. Чуть меньше, чуть больше, когда это набирает. Я не знаю, от чего это зависит. Она не всю еду ест, потому что у нее еще рацион был как бы до этого ограничен. До меня она была не приучена ко всей еде, но при этом она как бы ест. Она ест и крыс, она ест и баранину, она ест и говядину, все как бы она ест. Почему она не набирает вес, там не становится толстенькой, я не знаю. Я, честно, как старая бабка, меня тоже это постоянно беспокоит, что, типа, вот я люблю, как кошки толстенькие, прям, не знаю, мне так вот спокойнее. Но, тем не менее, не думайте, я ее не ограничиваю в еде, она получает ровно столько же еды, сколько ей необходимо, то есть у нас все животные получают столько еды, чтобы чуть-чуть оставалось. Это, главное правило. Чуть-чуть остается, мы это потом забираем, можем отдать собаке, свинье, там еще кому-то, то есть всегда есть кому отдать, енотам, но всегда так определяется, наелось ли животное, то есть у нас чуть-чуть еды всегда должно оставаться, иногда остается много, тогда я начинаю ругаться на всех, на животных тоже. Пумыч. Вот, видите, то есть вот у него сейчас даже еды осталось. Нала прячет свою еду в будку, думает, что не отберут. Видимо, да ты же мой хороший, ты же мой мальчик, перевернул зачем-то свою поилку. Да, зачем перевернул? Ты же мой хороший. Да, мой сладкий, да, мой хороший. С Пумычем все хорошо. Так, с рысями все в целом прекрасно. Симба. Девочки на время моего кролика не ели, остался. Чего? Кролика. Вон здесь вообще еды дофига осталось. Идем, что так мало поел? Сейчас выпущу гулять. Девочки на время моего отъезда сидели вдвоем с Мартином. Сейчас я Мартина перекрою, девочек выпущу гулять. Мы дальше пойдем уже с вами смотреть, что в том доме. Нового, старого. Ой, не ругайся. Видно по шее, Мартин фиксировал Хану. У тебя по шее что-то не видно, что Мартин фиксировал. Болячкам определяю. Болячки потом отпадают, а вначале такие как раны есть. Естественно, за неделю, больше чем за 10 дней соскучились рыси друг по другу. Изюмка. Вон, изюмка. Я думала, я чуть не видела, думала, она с Симбой ругается. Нет. Ой, Симба рад. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Чего ты мне хороший? Ой, все, 3 рысиные попки довольные. Пусть, в общем, сейчас гуляют, мы пойдемте дальше проверять, потому что мне еще нужно дом убирать. Сегодня такой обзор на всех покажу.
Так птички его интересуют. Ну, куда пошла? Я знаю, давно вам не показывала про витамины, какие я использую. У меня сейчас сезон весны, сейчас скоро кошки пойдут на добавки дополнительные еще для шерсти, но сейчас у меня в основе это проактив, потому что сейчас меня окружают беременная мадама, кот молодой, и сзади еще Тео, это кот вообще у меня с проблемными ногами, соответственно, им нужно поддерживать суставы, поэтому проактив, не путать с витаминами, это добавка для опорно-двигательного аппарата. Это не кальций, это именно для суставов. Можно, кстати, сейчас вы заметите, насколько у Тео за время, как он появился у меня, исправились задние ноги, потому что изначально, чего я испугалась, это то, что у него разъезжалась нога. Тео постоянно вот с приезда на вот этой добавке проактив, остальным я добавляю, соответственно, сезонно. Фрост тоже постоянно. Я уже не использую ложку, потому что знаю, так это все выглядит в виде порошка. У вас там будет приходить ложечка. Вот. Как я уже говорила, нужно для поддержания суставов обязательно для молодых кошек в период их роста, то есть для мейн-кунов это прям, вообще обязательная штука. Для собак, у которых очень подвижные суставы, типа чихуахуа, то и терьера, все у кого-то это вот гуляет и тоненькая, вот тоже обязательно. И для пожилых, потому что помимо того, что он поддерживает суставы, он еще обладает более утоляющим свойством. Многие, кто применял, вы можете в комментариях, в отзывах посмотреть, писали о том, что кошка или собака будто бы обрела новую жизнь. А как они их едят? Абсолютно спокойно. Вот я посыпала сверху. Оп. Сейчас они распределят свои роли, кто первый начинает. И Тео, покажи, пожалуйста, хочу, чтобы ты встал и показал свои ножки, чтобы можно было увидеть сравнение. Не хочет он сейчас вставать. Но, собственно, как видите, проблем с поеданием посыпанных витаминов у моих котов нету. Они просто выясняют отношения, кто из них первый сейчас начнет есть. Мужчина, вам не стыдно, беременную женщину не пропустили? Беременной кошке, естественно, поддерживаю суставы, потому что у нее сейчас пойдет очень большая нагрузка, у нее будет живот расти, и тут прям помощь необходима. Главный сегодня у нас бегемот. И сейчас даю скидку 15% по промокоду. Промокод указан в описании, ссылочка тоже. Скидка будет на Озон. Все указано в описании. Переходите. 3 дня буквально будет действовать промокод. Поэтому успейте приобрести проактив, поддержать суставы и здоровье своих питомцев. Стандартная история, когда я приезжаю из отпуска, у меня будет 2-3 дня уборки. Вчера мы приехали уже поздно, и что-то там, основное убрали, а сейчас мне, естественно, нужно весь дом отмывать. Я сразу начинаю с хлоркой отмывать. Я не знаю, может, у кого-то моего там возраста старше. Есть еще до сих пор такие ассоциации, да, хлорки и чистоты какой-то. То ли с детства нам это внушили, то ли не знаю. Я все время, когда приезжаю, я начинаю дом с хлоркой отмывать. Не знаю почему. Естественно, в умеренных количествах, что такой легкий запах был, я потом смываю все это, потому что животные. И около мисок, естественно, тоже не мою хлоркой. Но вот основные места все я помою с хлоркой. Какой-то глюк. Из детства, видимо. Так что мне сегодня предстоит, вчера так поверхностно все, сегодня буду все отдраивать. Вот мы с вами дошли до дома. Мне, если честно, всегда хочется, когда я уезжаю, чтобы была какая-то отдельная комната, куда я могу всех животных закрыть, потому что очень много шерсти, естественно, за это время скапливается. Объяснить, как я убираюсь и как мне надо, я не могу. То есть, я не знаю, не могу, или потому что мужчины, в принципе, не все, конечно, у меня муж очень хорошо убирается, а вот Артек нет. То есть я не могу объяснить, как вот надо, чтобы прям нигде не должно быть шерсти. Но я уже как бы такого не требую. То есть главное общее, чтобы лотки были убраны, все были накормлены. Все коты. Здрасте, мадама. Я вас как раз хотела сейчас
Пока там всем надо, естественно, глаза сейчас чистить, потому что пока меня не было, никто этого не делал, а я это делаю каждый день. Кого-то из этих мадам я хочу домой забрать. Буду сейчас отслеживать, кто будет течь. С Барби спаривания были. Мне даже кажется, у нее животик стал появляться. Но это я попозже проверю, будет видно. Да, еще же привезли Мурку. Но по Мурке я не видела спариваний. И меня сейчас не было. Но я не вижу на ней следов. То есть это всегда очень хорошо видно, потому что бегемот, он очень жестко фиксирует. Вот у Барби даже в этих местах залысины, например, как у Тухан. То есть они, что Мартин, что бегемот очень сильно фиксируют, и раны прям там остаются. И потом, соответственно, там болячки сходят. Ух ты, господи, что за акробатка, кошка. Кошка-акробатка. Не видела еще у Мурки таких следов. Соответственно, видимо, она не текла. Вот. Мурка приехала в гости к нему. Василиса приехала в гости на перевоспитание, потому что она начала писать, где попала. Точнее, она почти все время это делала у них, и уже люди, психанули. Она приехала ко мне, у меня она нигде не сыт, конечно, но ладно. Живет и живет. Вот. Мелисса, киса. Как вы заметили, покрасилась комната. Не хватило краски. Почему-то здесь... Точнее, здесь 3 слоя, но видите, развода, да? Не знаю, в чем дело. Почему так не... Ну вот, наверное, больше видно, видите, развода. Буду докупать еще краску. Не знаю почему. То есть здесь стекловолокно. То есть то, что вот по дереву, оно все перекрывается отлично. По стекловолокну почему-то нет. Ну, купим еще краску, ничего страшного. Вот, но в целом мне нравится. Так, свежо как-то, да? Получше стало. Ну, не знаю, как по мне. Я еще сюда сейчас комплекс кошачий поставлю. Мисочки в цвет куплю. И все будет отлично, я думаю. Да ты же моя хорошая, тебе, да, и ты моя красавица. Да, вот от нее очень хочу деток. Прям очень хочу посмотреть, какие детки будут. И от этой красотки. Да. Так, здесь еще должен быть Матвей. Может быть, на улице сейчас. Матвеюшка, тут нет тебя? Нет. На улице где-то. Или по дому ходит. А что у них дом сейчас, ну, из-за количества кошечек у них постоянно в доступе. Чтобы у них было больше места бегать. Сюда поставили мне туалет, потому что он часто очень стал по весне тусить здесь. Сейчас его здесь нет. Ну, где-то, в общем, он тусит. Не пойму пока где. Найдем. Будем ходить, он, может, к нам выйдет. Спит обычно днем. Оп. Коняха, кот. Так, да, поехали дальше. Еноты спят. Кто-то, видимо, на улице спит, кто-то здесь. Не будем будить. Пойдемте смотреть котяток. Кошек и котяток. Где котятки? Ну-ка, рассказывайте, куда запрятали. Вот они. Ой, и тут крыски. Глаша, как всегда, приносит. Котяток приучает к крыскам. Но, как всегда, когда котята растут не со мной, там они такие немножко шипят поначалу, но этот вопрос решается 2 днями со мной. С этими котятами вообще... Изначально для чего я Глашу саживала и хотела котят? Очень хотела котенка моя подруга Наташа, потому что у нее был котенок от Глаши уже, ну, как раз от этой пары Глаши и Няу. Вот, но, к сожалению, прожила она не больше года, потому что это вообще ужасная была ситуация. Кошке назначили неправильное лечение, то есть у нее там, ну, по факту просто еда встала, то есть шерсть, да, подумали, что начали опухоли, отправили там, ну, в общем, там разные были моменты. Суть в том, что после операции ей назначили химию, которая потом по результатам, собственно, гистологии и все остальное вообще была не нужна. У нее не было показаний к химии. А ей еще назначили на ослабленный организм после операции. И, в общем, добили кошку. Вот этот самый лютый. Да что ты? Самый лютый. Че ругаемся? Со мной поеди жить в дом. Все? Вот, и она очень хотела, уже почти год прошел, по-моему, она очень просила, говорит, хочет свою опять такую же кисочку. И вот родилась, собственно, ее девочка. Она просила, ну, у нее была девочка, она хотела девочку, по-моему, вот эта девочка у нас. Мяу, мяу, да, девочка, мяу, милашечка. Вот, и родилась девочка. Собственно, для этого было все саживание. Даже вот такая куколка родилась.
А им как исполнится месяц, то есть я как с породными здесь не соблюдаю вот эти правила, типа до 3 месяцев не отдавать. Нет, здесь чем раньше, тем лучше, потому что есть дикие крови, примесь. И, конечно, чем раньше, тем лучше он приучится к хозяину. Как только он начнет брать еду, я буду уже отдавать. Чтобы она была как Глаша, максимально ручная. Глаша у меня с месяца. Ну что за красотки и красавцы. А вот этого самого лютого заберу все в спальню. Здрасте. Здрасте. У Глаши, на самом деле, котята всегда такие. То есть в прошлом году, даже когда она жила со мной в доме и родила там котят, они тоже такие вначале пошипывали, но я причем не забирала их даже к себе в спальню. Буквально там через 2 месяца они уже были абсолютно ручные. Холли, здравствуйте, как у вас дела? Ой, как у вас дела? У вас как дела? Все хорошо? Вот же мои красавцы такие. Так что вот, все хорошо. Пойдемте бобров проверим. Здесь сейчас чаще всего, пока у меня нет, свинотушка ночует. Много вопросов по поводу Мура. Мура до сих пор у Маши, потому что очень много там проблем было. Мы то одно решали, то другое. В итоге там появлялась жидкость в брюшной, никак мы от нее избавиться не могли. Что-то откачивали, она все время появлялась заново. И, в общем, мы приняли решение. Здравствуйте. Кушаешь свою желешку? Да, Ну, кушай, не отвлекайся, да, В общем, приняли решение, пока что Мура так и будет у Маши, и учитывая, что у него потом были проблемы именно с неперевариванием, то есть все, что ему давалось, оно именно не переваривалось, то есть ему нужно как-то подселить бактерии. И, скорее всего, мы будем ждать весны, и вот как раз весной Маша начнет его выпускать в вольер, где на улице жил Рома, то есть там пруд есть. В общем, махнулись мы бобрами, походу, на какое-то время, и, может быть, летом пробудет там, с ним все хорошо. Пока что, да. То есть он насильно стал кормиться только 1 раз в день, по чуть-чуть. Но это потому, что Маша прям любит, мне кажется, откармливать. А Ромчик со мной. Бобры, сейчас попробуем их на улице посмотреть, но они всегда выходят вечером только. Днем спят. Потихонечку с вами будем входить в рабочий режим. Буду вам все показывать. Вообще этот месяц очень насыщенный. А сейчас вам покажу. Буквально скоро поступит в продажу. Мы выпустили 2 новых состава, которые я очень долго ждала и долго мы разрабатывали. Это Мара. История про, когда вот Пусси умер, у меня это прям вообще остро стал этот вопрос с сердцем. И я знаю, что у кунов часто проблемы с сердцем, у многих пород частые проблемы с сердцем. И мы решили разработать препарат, который для поддержания именно сердца. То есть именно для тех, кто первое болеет, у кого кардиомиопатия. Препарат довольно-таки дорогие мы используем, но зато действенные, которые помогают им поддерживать состояние Руфи. Вот, и для профилактики тоже. То есть я своим буду сейчас и кунам, и всем, потому что для профилактики давать от сердца обязательно, потому что не первый раз столкнулся с этой проблемой, а на рынке толком препаратов нет. Сейчас кому-то пусть будет за хвост. Вот. И второй препарат это для, как мы называем коротко, для сердечников и для психов. Это успокоительные, на травушках, безвредные, то есть они имеют накопительное действие для очень нервных животных, кошек, собак, вообще всех животных, потому что есть реально очень сильно возбудимые животные, но решать проблему как надо, либо перед походом к ветеринару, либо в целом они по жизни такие. Вот. И это препарат, который тоже можно будет применять на постоянной основе. Надеюсь, сегодня все с завода заберу уже. Должно быть все готово. И все вам покажу. Здрасте. Скучали? Не очень. Ой, потягушки, видимо, только проснулись, судя по тому, сколько сена на ней. Видимо, только проснулись. Ну, бобры, как я и говорила, в хатке. Тут целая хатка построена. Видите, как это не мы складывали, это все они складывают. Ну, в смысле, шалаш такой, все среди дела мы построили, дальше все это они уже накладывают. Собаки, Манечка. В общем, все хорошо. Фрост дома. Манечка тоже не очень хотелось бы мне, чтобы она была пополнее, но вот эта булочка, ее даже не надо. Ой, ты да, я не отбираю тебе еду, ты что? Я тебе ее покупаю и даю. Ты фея, феечка, красивая кошка. Вот, но у Манечки, конечно, в возрасте, там уже под 20 идет, под 19-20, поэтому
Я уже не мучаю ее. Стараюсь побольше вкусняшек давать. Да? А тебе и без вкусняшек ест все. Да ладно тебе. Ну не ругайся. Ну не... Ой, ну господи, господи, еда. Все, кушайте. Кушайте. Мара тоже кушает. Искала Матвея, он тут спит. Не давай тебе достану. Зачем тут, кто тут перегородил-то все это дело? Ой, привет. Привет. Перегородили все. А? Привет. Старикашечка мой. Все енотики, конечно, у меня уже очень старенькие. Но это точно он такой, как дед выглядит. Кажется, у нас опять зима. Как так? Рыси даже особо такие. Мы, пожалуй, посидим. А если кто переживает... Я, кстати, вот из этого года никак не могу перенести забор, потому что нужен стабильный плюс. Кто переживает по поводу того, что там маленькая часть закрытая, на самом деле часть там закрытая приличная, я уже показывала на примере этих вольеров, как там закрытая, так и тут закрытая, плюс еще кучу деревьев и всего такого, плюс, естественно, я в прогулке буду делать много мест, типа вот как у нас у бобров шалашик и все такое, чтобы разнообразить все это дело, поэтому будет им вообще отлично. Вон Умка молодец, настоящая якутка, гуляет. Кай, мне теперь опять приятно находиться в этой комнате. С Матвеюшкой качаемся. Вот прям нравится мне, когда ремонтик свеженький, еще не потрепанный никем. Но тут сейчас трепать особо нечего. А что, вы тоже хотите все на ручки? Выстроилась очередь. Матвеюшка первый занял. Надо еще, конечно, дополнить эту комнату разными штуками. У меня вообще будет декор делать котам.